Стали бы встречаться с парнем, у которого не было девушек никогда? Нет. А почему? Есть вопросы, потому что Ничего не умеет. Нам зачем безопытный? почему не было, значит, есть какие-то нюансы. Дефектный. Да, кстати. спросом. Да, это повод задуматься. Или же матяра. Нифига, ну вы видели, какого они бреда накидали? Просто свои тупые мысли наружу выплеснули и все. А вообще, если так рассудить логически, то не будет ни одного сценария, когда девушка женщину устроит, что какой-то такой вот нюанс в мужчине. То есть не было отношений? Странно. Было отношений и было их предельно много? Странно, нифига, что-то какой-то бабник, что ли. Есть, допустим, нет детей в 30 лет. Какой-то он странный тип вообще. Что-то какой-то он, да, не пользуется или спросом, или чем. Есть 2 или 3 детей. Блин, вообще фигня, потому что алименты платят, на меня денег не будет, да и вообще и в общем. Короче, это можно перечислять бесконечно. Они такая форма жизни. Ну, данные не относятся дамы к этим. Ну, как бы эти женского пола особы, скажем так, они не относятся к этому. Они там вообще, да, такие себе. Всей гурьбой. Ни одна недостойна, чтобы быть матерью, женой. Ну, я имею в виду, как не то, что недостойна, но она непригодна. Достойна она для кого-то будет, на каждого найдется свой человек. Ну вот, я к тому, что это такая форма жизни вообще женская. Они всегда в чем-то сомневаются и всегда пуганые какие-то. И вот поэтому и тут... Ну, еще и общество навязывает свои определенные стереотипы, поэтому и тут... Если не было, странно, неопытно, нафиг он нам нужен. Если было много, тоже будет странно. Да и вообще, в общем, и приплели еще вообще там какой-то он, как они сказали, че там жмот, еще что-то. При чем тут это? Короче, бред просто сказали. Даже в OnlyFans меня не приглашали. Я отношу себя к категории очень красивых девушек, и ко мне практически никогда не подходят знакомиться на улице. За меня никогда в жизни не закрывали счет. Ни разу не дарили букет цветов в корзине, который напольный. Ни в одном из тех городов, в которых я жила, меня не звали на съемки моделью. Не знаю, как общество упускает такую красоту. Нету и 20 тысяч подписчиков. И со мной никогда не встречались из-за внешности. И не дружили со мной из-за внешности. Ну и что нам, что, расплакаться и взгрустнуть из-за того, что у тебя такие события в жизни? Ну нет же ж. Нам, по сути-то, пофигу. Ну, вообще на вкус и цвет. Для кого-то она, ну, как она говорит, я сама себя отношу. Ну, да, она себя относит к красавицам. Ну, да, на мой вкус не страшила. Просто нормальная. Просто, ну, обычная. Ничего такого сверхъестественного. Вообще, я каких только не видел, даже самых каких-то там моделей на телевизоре. Я не отношусь так к женскому полу, типа, вау. Не было еще такой в жизни у меня, чтобы я где-то визуально увидел и просто ахнул, и у меня сразу туман в голове. Не было ни одной такой. Я их всех отношу просто человек, просто женский пол, ничего особенного. Ну, как бы, да, понятно, есть похуже на внешность, где прям отторгает, да. Ну, а где-то просто нормальная, которая, ну, просто норм. Ну, так и тут. Просто норм, ничего особенного. Чё жаловаться? Да и опять же, то, что она говорит, это не факт, что это правда. Потому что мы не знаем ее жизни, это она просто сказала это и все. Вот мне 28 лет, и как вы думаете, хочу ли я замуж? Да, я хочу замуж. Но что я подразумеваю под «я хочу замуж»? Я поняла только недавно. Знаете, что это? Оказывается, не замуж. Я просто хочу денег. И все. Больше мне ничего не надо. Я уверена, что большинство женщин тоже просто не разделяют это чувство, ощущение безопасности, которое она может дать сама себе, зарабатывая хорошие деньги. Она путает это с тем, что должен прийти мужчина. Вот у меня такая связка образовалась из-за долгого отсутствия папы в моей жизни, и затем, когда он появился, у нас резко стало все хорошо, мы зажили. Я прям психологу так и говорю. Папа, когда пришел, появился, мы зажили. А потом я уже раскопала, типа, что и как. Вот, поэтому мое «хочу замуж» равно «я хочу много денег». Ну все ясно. Сказала за психолога равно red flag. Сразу перечеркиваем. Потому что, да, это так и есть. Сразу проработанная психологом. После этого сразу становится все ясно. А так, если ее картине мира... Просто наличие денег у мужчины это равно сразу безопасность и так далее, так далее. Ну, такой бред. Да, я знаю, что немало, да, женщин, девушек, они, да. Ну, просто лишь бы у тебя котлета бабла была, и все. Они просто тупо из-за этого будут с тобой. Даже если ты не особо там Алан Делон или как сказать, симпатизируешь им, да, какой-то там внешка для них не суперская.
Есть, да. Ну, не зря же там с миллиардерами какие-то молоденькие трутся. Просто на деньги, чтобы потом он окочурится, а они желательно, чтобы наследницей были. Но благо существует до сих пор женский пол, которым именно нужны вот эти вот. Именно, да, деньги-то все хорошо, конечно, они должны быть. Ну, безусловно, не так, что просто с голой задницей ничего нет. Элементарно, просто на базовые потребности деньги должны быть. То есть на покушать, какую-то там тряпку купить, если порвалась, ну, я имею в виду вещи, да, там трусы, носки, как говорится. Просто, вот, да, вот жилье хотя бы снимать, чтобы было деньги. Еда, одежда, все. Это для любого базовые потребности. Просто если не закрыты эти базовые потребности, какая нафиг там еще думать о чем-то еще? И вот для отношений, для обычных семейных, вот это вот попервой самое главное. Понятно, что если появляются дети, там уже тоже должно быть плюс на одного человека. Еда, одежда, плюс маленький ребенок требует офигеть всего, сколько там, то развивашки всякие, то подгузники, то какая-то еда другая, может быть, дорогая, ну, чего там только нет. Я это все слышал и также видел, там элементарно, у меня брат есть старше, у него 2 детей. Ну, у меня своих лично нет детей, но я это все вижу и понимаю, что это очень дорого. Иметь детей. Это не просто, как говорят, там, забеременела, воспитаем как-нибудь. Не-не-не-не-не. Я всегда, в голове у меня встает вопрос финансовый. А вообще в целом финансово потяну я, нормально ли будет? Вот это меня. Ну и пока просто у меня на горизонте не появилась такая, с которой я захотел бы детей делать. Ну, потому что они сейчас, сами видите, кругом мутные, хрен пойми кого выбирать. Какой период времени вы выдержали бы, если бы у парня не было денег? Я не знаю. А зачем мне выдерживать? Вообще не стали бы, да? Нет. Это как-то странно. Почему он вообще со мной как бы находится, когда у него что-то не получается? Там бизнес прогорел или у вас что-то такое? Ну, со мной уже не может он прогореть. Это, скорее всего, без меня он прогорит. Без вас. Ты, блин, с чего она взяла? Вот со мной он точно не прогорит. Да всякое в жизни бывает. Все случается. Сегодня ты миллионер, завтра в одних труханах. Ну, бывает всякое в жизни, всякие тонкие непредвиденные ситуации, которые человек, ну, не может он все предвидеть, насколько бы он не был опытен в чем-то. Бывает всякое. Поэтому вот, скорее всего, она про это и спрашивала, что если вдруг вот у него, допустим, ну, условно, да, были какие-то деньги, а потом резко что-то там оборвалось. Вот за это она имеет в виду. Соскочит ли она? Ну, мы по ней видим, что да, она легко соскочит. Ребят, вот кому сейчас за 30, мне так интересно, как вы знакомитесь с противоположным полом. Мне кажется, это стало так муторно, неинтересно, нежели чем в 20 лет. Это надо узнавать, женат, не женат, любовницы, дети, кредиты, чем живет, где работает. Мало того, что людей столько стало странненьких, что надо проверять вообще, лежал он в психиатрической клинике или нет, есть ли у него справочка вообще. У меня тут был недавно случай, мне все написывал мужчина, думаю, ладно, ну вдруг человек нормальный, отвечу. И, короче, наше знакомство продлилось ровно 3 минуты, после того, как он стал мне рассказывать, что он чуть ли не генеральный конструктор подводных лодок. Ну, блин, ну в 20 еще ладно, мы с вами могли бы на это повестись, но в 30, в 35 это уже как-то не очень. Как вы справляетесь? Мне вот прям интересно, знакомитесь или уже не так, как раньше? Нифига себе, блин, а что тебе генерального недостаточно, что ли? А что тебе надо вообще? Ну да, я слышал такой бред, что типа вот в 20, я помню даже с одной знакомился, она говорила, ну вот в 20 у меня запросы были одни, просто, да, а вот я там повзрослела, захотелось того, сего и сего, и вот мы разбежались с парнем, несмотря на то, что он мне и подарил машину и все дела. Думаю, офигеть, дурак, блин, и машину ей подарил. Но я понимаю, на тот момент у него какие-то вот розовые очки были, какие-то там гормоны, дофамин играл, и он решил такую хренотень провернуть. А так просто, если ты встречаешься, так они же просто встречались, даже не замужем она была за ним. Ну ладно, а если говорить за вот это, что она рассказала, да как знакомиться? Да легко, смотря у кого какие цели. Можно все найти, было бы желание. Но тут, как я всегда говорю, это работа. Это не так, как за хлебушком сходить. Легко найти, вон, поехать, если для мужчин, путана он заплатил, если мы говорим для одного дела, и то. Я заметил, что неинтересно ребятам эти приключения, ну, потому что, типа, нет вот этой вот чувства, что тебе якобы отдастся именно первая встречная. Потому что, типа, путана, ну, это банально. Приехал, денег дал, все сделал. А вот где-нибудь на сайтах знакомств, да, массово мне говорили, если я знакомился, что да,
постоянно там то орган половой пришлют, то пишут сразу об интиме. Ну да, это такова реальность, и женский пол с этим сталкивается. Всяких таких вот неадекватностей некоторые есть, как и в женщинах, так и в мужчинах. Это не исключено. А так, блин, ну я говорю, у каждого свои цели. Кто захочет, тот всегда познакомится. Дорогие мужчины, привет. Меня зовут Маша, мне 31 год, я не замужем, детей у меня нет, я не состою в никаких отношениях. И что я здесь делаю, если честно, я тоже не понимаю, потому что с каждым днем я все больше убеждаюсь, что проще встретить, наверное, единорога, чем хорошего, нормального, спокойного, обычного парня. Вот. Но надежды меня не покидают, и я знаю, что хорошие парни здесь точно есть, и им попадаются плохие девчонки, которые их разводят на что-то там. Вот. Поэтому давай так, если мы друг другу понравимся, я сама организую нам свидание и сама закрою счет. Мне это не сложно. Вот. Главное, чтобы мы друг другу, правда, понравились. Ну нифига себе, ну вы видели, еще и такие, оказывается, как я. Вот я и говорю, что есть, существует до сих пор. В плане, по крайней мере, как она объясняет свои мысли, вроде бы адекватная. Нифига себе, чтобы услышать в 20, как говорится, 6-м году сейчас от женщины, девушки, там, что вот я тебя, если мы понравимся, я сама все оплачу, организую встречу, лишь бы мы реально друг другу симпатизировали. То есть без всякого вот этого вот бреда, что давай сразу в постель, это реально люди настроены, если на хорошее знакомство и адекватное общение, и, возможно, там построение семьи, да, а не сразу там присылать, как я говорю, там то органы в личку, то еще что-нибудь. Ну да, вот, смотрите, оказывается, бывает и такое. Не знаю, шутка ли это, потому что все-таки понятно, что на видео записала, непонятно кому конкретно и в каком она приложении это записала. Но, да, надеемся, пожелаем ей удачи, что найдет нормального. Почему со мной знакомятся в последнее время мужчины исключительно 45-55? Я что, плохо выгляжу? Я не хочу играть историю с папиками. Я это в 18 лет отыграла. Тогда мне было интересно, чтобы мужчина был лет на 12 старше, на 9. Да нет, сейчас я скорее предпочту мужчину моложе себя. А то это, знаете, лет 20 пройдет, он будет жить еще. А если он будет лет на 10, так меня старше, или даже если ему 55, то на 13, да? Ну, как бы еще лет 5, и он умрет. Да, ну, блин. Что-то не хотелось бы мне через 5 лет вдовой-то стать. И да, простите сразу, мужчины, которым 55. Я наверняка думаю, что вы прекрасные, замечательные, интересные. Я вас не хороню ни в коем случае. Просто статистика в России такова, что мужчины после 60-65 не живут. Это не я, это статистика. Ну и плюс, если вам больше 50, скорее всего, вашим детям уже далеко за 20. Скоро у вас будут внуки. А я еще детей хочу. Поэтому вообще не имею ничего против вас, но, скорее всего, у нас с вами ничего не получится. Так, сейчас я точно поймаю волну хейта. Мне будут говорить, ну, а те, кому 30-32, ты неинтересна. А я думаю, что очень даже интересно. Только непонятно, сколько ей все-таки лет. Если она говорит 30-32, это будет младше. Значит, ей сколько там? Под 40 ей? 38-37. Ну, я не хочу считать в уме. Ну, если она говорит там 45-50 чем-то, это для нее уже, ну, не то что старые, но просто, как она говорит, если с логической точки зрения, хочу детей, ну, наверное, это будет проблема. Вроде бы, если логически так рассудить, ну, наверное, да. Потому что действительно у нас в России такая статистика, тут никто не виноват. Да и по женщинам у нас тоже своя статистика в плане смертей. Потому что, да вообще, это такая штука, что непредвиденная. Сегодня живешь, завтра не проснулся. Ну, как бы оно так и есть. Круговорот жизни в природе на самом деле. Для природы это нормальное явление, что рождение, что смерть, как говорится. Для природы это норм, поэтому это мы ж только люди как в культ это возвели, что для нас это такая печаль, тоска и так далее. А для экосистемы Земли вообще пофиг. Ну да ладно, короче, если вернуться к этому вопросу, ну вроде бы логично объясняется с одной стороны. Ну и да, и действительно кому-то вот может нравиться постарше. Ну, кстати, вот я был женат, у меня жена на 5 лет меня старше. Ну и окей. То есть разницы никакой не чувствовалась. Если она говорит об этом, ну да, может быть, окей. То есть вообще и со стороны разницы не ощущалась, и вообще ни разницы не ощущалась. Если она такое имеет в виду, да, вполне все возможно.
Если вдруг у вас будет неловкое молчание, просто скажи ей. Лучше молчать о многом, чем говорить ни о чем. Лучше молчи много, а то говоришь ни о чем. Тебе налить что-нибудь? Не забудь показать ей, что ты обеспеченный. С газом. Если она спросит, сколько ты зарабатываешь, ответь, на тебя и детей хватит. Слушай, а сколько ты зарабатываешь? На алименты хватит. Ты должен показать ей, что ты разносторонняя личность. Нужно, чтобы она тебе доверяла. Расскажи ей какую-нибудь историю с детства. Знаешь, в детском садике на утреннике у меня был самый лучший костюм. О, это так мило. А каким он был? Сейчас покажу. Заставь ее ревновать. Не знаю, назови ее чужим именем. Дашь? Ты офигел? Я не такая! Ну, это чисто прикольчик для поднятия настроения. Записали и все. Я люблю загорать в этом парке около своего дома. И со мной тут часто знакомятся мужчины. И вы знаете, я, если честно, не понимаю, как они смеют подходить ко мне, учитывая, что я спортсменка, по мне видно, чем я занимаюсь, по мне видно, какие у меня ценности в жизни. Но почему-то любители пивка и, видимо, сидения дома за компьютером или, я вообще не знаю, или просто какого-то аморального образа жизни, они почему-то им думают, что они имеют право, что им можно подходить ко мне, разговаривать со мной, садиться со мной рядом с моим пледиком. Если вы не занимаетесь спортом, зачем вы нужны женщинам? Зачем вы нужны? Вы развалитесь через 10 лет. Женщина не сиделка для мужчины. Каждый ответственен сам за свое здоровье. Никто никому ничего не должен. Нифига себе она выдала. Типа, как такой королеве, как я, она хотела сказать, вообще подходят какие-либо мужчины. По мне же видно, да, мои там цели, или как она там сказала. Блин, как по тебе видно? Да просто видно, что какая-то кучерявая, белобрысая на каком-то пледике тянет там ноги, наверное, в разные стороны в парке. Это привлекает мужской пол. Они думают, о, блин, ну я бы воткнул, конечно. Да, было бы неплохо прям на этом пледе. И все, и подходят. Естественно, любой подходит. В смысле, кто сказал, что нельзя? У тебя табличка висит, никто не подходите. Ну так напиши и поставь ее над собой. Прям вот, чтобы с 200 метров было видно, что подходите только спортивные и с $1 миллион на счету. Да и то я уверен, что подойдут просто даже поугарать какие-нибудь мужчины, действительно, которые там и курят, и пивко любят. Потому что это как? Наоборот, еще больше вызовет интерес, типа, что за фигня, и подойдут, каждый будет спрашивать, наверное, еще больше интерес, действительно. Ну, человек такое существо. А так, да, корона у нее, конечно, на голове. Ну, да, я согласен, что спорт, конечно, важен, там какое-то питание более-менее. Но опять же, как она сказала, каждый ответственен сам. Если человек не хочет, да, как говорится, пофиг ему на твое мнение, да? Но если ты такая, ну найди себе, ходи в спортивный зал куда-нибудь там, ну, тренажерки, там тяни ноги свои, ну, там какие-нибудь заряженные ребята, там, подкачанные, ну, возможно, к тебе и подкатят, а возможно, и вообще забьют на тебя. Тут уж такое себе, так, чё об этом рассуждать? Я вам сейчас расскажу 2 уморительнейших истории о знакомствах, ну, с сайта знакомств. Значит, пишет мне один мужчина, ну, достаточно приятной наружности. Мы так обменялись с ним дежурными фразами. Ну, и я смотрю, так он живет от меня, ну, достаточно далеко. Я у него спрашиваю, значит, а ты точно живешь в этом городе? А он мне отвечает, возле этого города, говорит, живу, в трейлере. И присылает мне фотографию этого трейлера. Я так смотрю на этот трейлер. Стоит этот трейлер где-то, знаете, на берегу озера, где-то в какой-то глуши. Рядом так не прослеживается так, ни людей, ни домов. И я у него спрашиваю, ну и как тебе там живется? Он говорит, прекрасно, как в раю. Утром выхожу, пью свой утренний кофе, потом делаю прогулку по лесу, и потом занимаюсь там всякими делами. Я думаю, да. И для полного счастья только не хватает вот верного спутника жизни. Я так не понимаю, почему выбор пал именно на меня. Что моей внешности его сподвигло думать, что я вот решусь поехать к нему в трейлер, ну, там, жить или, не знаю, или просто встречаться. Не знаю, может, цвет моих волос, может, выражение моих глаз, может, принципиально не скандинавская внешность. Короче, естественно, конечно, человек получил отбой. Я ему так и написала, знаешь, я не готова жить в трейлере.
Ну, он ответил, понятно. Второй случай тоже был. Нарочно не придумаешь. Тоже списываемся с одним мужчиной. И он, значит, говорит, ну, не против ли ты встретиться? Я, в принципе, задав тоже пару дежурных, важных для меня вопросов, говорю, ну, было бы неплохо. Где-то на нейтральной территории. Он говорит, окей. На следующий день, в 7 часов утра, мне присылает сообщение. Доброе утро. Доброе утро, отвечаю. Ну что, к свиданию готова, пишет он? Я говорю, ну, гипотетически готова. Говорит, ну, тогда я выезжаю. Товарищи, 7 часов утра. Но живет тоже так далековатенько. Он пишет, у меня в соседнем городе там есть какие-то дела, я вот их поделаю, а потом, ну, обсудим. Ну и когда он приезжает, значит, в этот соседний город, он мне пишет, ну, я уже здесь, я уже свои дела поделал. Ты готова со мной встретиться? Я говорю, нет, я вообще-то планировала с тобой встретиться после обеда. Он говорит, нет, не подходит. Я говорю, в смысле тебе не подходит? На часах 10 часов утра. Я говорю, ты знаешь, мне надо как минимум себя привести в порядок. Он говорит, ну, ты знаешь, если ты прям вот сейчас не хочешь, то я уже поеду домой. Я говорю, ну, едь. Я так думаю, что парень активничал на сайте знакомств и назначил, наверное, в этот день, ну, несколько свиданий. Я была у него первая по списку. И он так вот распределил время и думает, ну, в 10 с этой, в 12 мне надо быть уже в другом месте, а там как пойдет. Ну, вот со мной, ну, крупно не повезло. Но я думаю, парень не расстроился, не сдался, а поехал дальше тестировать возможности провести роскошный уикенд. Думаю, у него все получится. Ну, все правильно думаешь, да, у него по-любому все получится, да. И, возможно, да, действительно, он запланировал не одно свидание. Имеет право, а чё нет-то? Да, действительно, в 10 утра с тобой до 12, с 12, с другой, с третьей, и потом, да, на выходные кого-то себе подберет. И все, а так он в трейлере реально живет, кайфует. Вот так вот, как и у нее на фоне птички там поют. Кайф, выходишь там с этого трейлера в труселях, наверное. Если ну там где-то природа или что там, я не знаю. И кайфуй. Ну, если, конечно, нет там шума вот этого большого рядом, действительно какая-нибудь природа, вот это реально будет кайф. А, конечно, если там какой-нибудь шум города, все эти мигалки, люди кричат где-то, ну, любой город он такой, то да, это такое себе. А так, ну вот и на таких клюют, потому что вот глядя на нее, вообще не мой типаж. Ну вот вообще никогда мне такие не нравились. Ну да, а вот хотят. Вот один, второй, говорит, случай, я ж уверен, там третий, четвертый и пятый. У них, мне кажется, у любой поклонники есть. Ну, я имею в виду за женский пол вообще. Какая бы она с виду вроде бы не была, как я говорю, каждой твари по паре. Это нормальная ситуация. Знаете, я хотелось быть одна. Мне 39 лет. И мне все-таки хочется найти свое счастье. Поэтому с сегодняшнего дня я решила, что я каждый день буду заниматься этим прекрасным поиском. Да, у меня 2 детей. Да, у меня 4 прекрасные собаки. Ну и что? А вдруг мне повезет? Следите, смотрите. Мне кажется, это будет весело. Поиски – это всегда очень забавно. Хорошего дня! Ну, мне уже заранее жалко этого бедолагу, который согласится на 2 детей и 4 собак. Да. Ну, вообще, если без всяких вот этих вот приколов и шуток говорить, вообще да. Как я говорю, каждой твари по паре. Потому что я знаю, есть отчаянные мужчины, которые с 4 детьми берут. И их это устраивает, они еще и 5-го совместного бахают. Ну вот. На каждого находится. Да, в кругу свободных мужчин он там жесткий оленяка. Да, 4 взял, и это полная жесть. Ну, как я говорю, у каждого она своя жизнь, да? У каждого свои мозги. Если этому челу комфортно, этому мужчине с 4 детьми, а в данном случае, если вот кто-то по-любому найдется, я уверен, на каждого находится. И 2 детей будет там с ними играться, как истинный отец, из собак будет выгуливать всех 4, там, я уверен. И есть такие, да, по-любому, вот найдутся, вот которому это просто кайф, он обменяет свою свободу на вот это вот, да? И потому что он такой, и она зарадуется. Поэтому да, тут как бы смех смехом, я уверен, что как бы это жутко там не звучало для свободных мужчин, включая меня, но да, я верю, что... Потому что я вокруг вижу, что находят. И, ну да, сейчас, конечно, много прозревших, которые лучше сами покайфуют, без вот этого выноса мозга, но каждый находит, и насколько я вижу вокруг тоже. Какие бы странные не были... Там, не знаю, или люди, или... Ну и в общем, короче. Девочки, расскажу вам одну вещь, которая многим не понравится. Каждый раз, когда в интернете всплывает очередная история про очень богатого, очень влиятельного мужчину, который оказался
тираном, абьюзером или просто мудаком, я вижу одну и ту же реакцию. Какой ужас. Да, ужас, но меня удивляет другое. Меня удивляет количество девушек, которые все еще мечтают, что однажды появится очень богатый мужчина и решит все их проблемы, который даст красивую жизнь, путешествие, безопасность и ничего не попросит взамен. Просто потому, что ты красивая, потому что у тебя добрые глаза, потому что ты особенная. Девочки, я живу среди богатых людей уже много лет. Бываю на мероприятиях, где таких мужчин полно. И хочу вас немного разочаровать. Мужчины, которые построили свою компанию, зарабатывают миллионы, влияют на других людей, они не ищут женщину только за красивые глаза. Они красивый глаз вокруг таких мужчин тысячи каждый день. И если вся твоя ценность строится только на красоте, это очень опасная позиция. Потому что красота привлекает, но не удерживает. И вот здесь многие начинают задавать мне такие вопросы. То есть получается, что теперь мне самой пахать? Нет, я вообще не про это. Я про то, что самая надежная стратегия в жизни не искать человека, который спасет тебя, а стать человеком, который может спасти себя сам. Иметь свои деньги, свое мнение, свою жизнь, свой интерес, свою ценность. Потому что тогда ты будешь выбирать мужчину не из страха, а из любви. Не потому, что без него рухнешь, а потому, что рядом с ним тебе хорошо. И это две совершенно разные истории. Я вообще заметила интересную вещь. Чем успешнее становится женщина сама, тем меньше ей нужен спасатель. И тем более достойный мужчина начинает появляться рядом. Совпадение? Не думаю. Ну, по логике вещей говорит, в принципе, правильно, да, потому что богатому мужчине это нафиг не нужна. Действительно, у него тысячи там красивых глаз, красивых, упругих, подтянутых тел и так далее. И ты среди этой массы, естественно, растворяешься. Если просто тупо ты хочешь привлечь своей красотой, что он просто на меня глянет и ахнет. Да, понятно, что да, имея миллионы, еще и долларов, имея какое-то влияние, да у тебя этих девочек с красивыми глазами и телами могут быть каждый день и не одна. Просто по щелчку пальца тебе там какие-то твои там подданные, ну, работяги твои, просто тебе привезут кого угодно, ну, если ты действительно такой вот кучерявый, влиятельный тип. Да, и они же думают, такие, особенно с каких-нибудь деревень, вот я хочу обеспеченного миллионера, я хочу замуж только за миллионера. А сама только там, недавно, как говорится, в туалет в дырку ходила, в деревянный туалет, обычный в дырку, на присядках сидела в деревне, а сама уже хочет такого, это же сплошь и рядом. А так, по факту, да. Ну, потому что она должна быть, если чего уж там говорить, вот эти все истории, когда для женщин и девушек, что когда вот эти вот сериальчики снимают, когда миллионер притворился простым и нашел именно простую, потом сказал, что у него миллионы, а она уже полюбила его как человека и так далее, так далее. Ну, такой бред, да, в жизни такое тоже. Понятно, что вся эта фигня берется из жизни. Такие исключения всякие бывают. Исключения всегда могут быть в жизни какие-то, да. Но в данном ситуации по большей части нет, конечно. Нужно быть какого-то похожего уровня, по крайней мере, хотя бы крутиться в таких же кругах, чтобы какой-то такой богатый заметил и действительно чего-то захотел. И там уже действительно уже не в плане денег, там уже на друг друга смотрят, кто какой человек, как заботится, как проявляет внимание и так далее. Ну, а вообще же, тут же не только вот эта вот безопасность, вообще по-хорошему не должна и мужчина, ну и мужчина, ладно, там это по-другому, женщина, девушка, она не должна мужчину искать не как спасателя в плане того, что он мне финансовые все проблемы закроет, а действительно тоже как и человека. Ну, при условии, понятно, что он хотя бы зарабатывает на базовые потребности, потому что все равно, ну, деньги как ни крути, они у каждого должны быть. Нет такого, как некоторые там могут, может быть, возмутиться, что вот если я совсем с голой задницей, у меня прям действительно нет денег, то вплоть до того, что пускай она меня обеспечивает. Ну, кому это комфортно, окей, мне бы это не было комфортно. Мне некомфортно, когда за меня там где-нибудь женщина заплатит, и некомфортно, если она будет рулить мной и так далее, так далее. А, ну, каждому оно свое, потому что я себя чувствую уже не очень. А для кого-то это норм. Ну, короче, тут, если подытожить, это, в общем, каждому свое. Девочки, мне кажется, я больше не хочу богатого мужа. Я только недавно приехала с Бодрума, а Бодрум — это сейчас турецкая Монако. Там очень много богатых женщин и еще больше богатых мужчин. Я была в самом дорогом районе Бодрума, и там есть марина, а это значит очень много яхт, например, за $20 миллионов. То я только там не видела. Исходя из того опыта, который я там получила, могу сказать, что именно самые богатые люди промышляют такое. Это и котики на столе прям в ресторане. И обсуждение того самого кровавого бизнеса, который принес им не то что миллионы, миллиарды долларов. Что будущий мой муж, смотри, должен ли ты быть богатым? Должен. Ну, потому что как
как иначе тебе меня потянуть. Но должен ли ты быть миллиардером? Нет, можешь просто быть миллионером. Ладно, я приму это на себя. Может быть, кто-нибудь сейчас бесится, но найти богатого мужчину вот так легко. Но найти богатого, любящего, уверенного в себе, умного человека, который еще при этом разбудит в вас какие-то чувства, это вот такой 1%. Так что всем любви и денег. Ну, блин, нифига она загнула. Просто по щелчку, говорит, найти, да? Богатого. Ну, конечно, да, конечно, если она уже каким-то образом протиснулась в такие круги, не будем говорить, да, какими способами могут женщины, девушки этого добиться в богатых кругах, чтобы очутиться, то и то, я уверен, что не по щелчку, это она на камеру так говорит. Какие нафиг по щелчку? Как мы тут уже и в предыдущем видео до обсуждения было, что богатому нафиг она не нужна, вот эта вот обычная, просто, ну, короче, он таких вот красавиц видит каждый день, ему пофиг на тебя, абсолютно. И чтобы как-то действительно выделиться, ты должна быть там какая-то заботливая, какая-то вот не смотреть на его действительно богатство, увидеть в нем реально чудного человека, там, отца детей, там, и так далее, и так далее. Но нет, а то ладно уж, будь просто миллионером, а не миллиардером, чтобы меня потянуть. Блин, настолько вот смешно становится. Да, я понимаю, у нее такая в голове планка, кто-то ей такую планку сделал. Не знаю, психологи, коучи, ну кто-то, либо она там, когда какими-то чудесными способами продвинулась в богатые круги. Ну раз ты там крутишься, ну так и крутись дальше. Нафиг тебе кого-то, да, еще и на камеру говорит, ладно уж, будь там не миллиардер. Ну, раз ты там крутишься, и по щелчку тебе вот так вот найти, ну так найди. Нафиг это на камеру записывать. Короче, блядь, сейчас будем девочку проверять, сейчас забираем ее на тачке и посмотрим. Ну, типа, я сделаю вид, что, типа, денег вообще нету, и посмотрим, как она себя будет вести. Может, дверь выйдешь открыть? Дверь? Ну, давай я тебе вот так открою, садись, что ты. Ничего, что я снимаю только? А для чего? А? Ну, просто по приколу, типа. Ладно. Куда мы с тобой поедем в итоге? Блин, ну давай покушать. Ты кушать хочешь? Да. Ну, там, короче, пекарня на Раздольная прикольная есть. Либо мы можем поехать в Мак. Что? Пекарня? Ну, можем в Мак поехать. Бургеры покушаем там, я не знаю. А что тут такого? Ну, это ненормально. Ну, почему это ненормально? Куда ты хочешь поехать? Ну, в Мамайкале. Ты знаешь там какие цены? Конечно. Ты зовешь меня на свидание в Макдональдс? Я не говорю, что конкретно у нас свидание будет в Макдональдсе. Мы поедем в Макдональдс, возьмем покушать, поедем куда-нибудь на смотровую, там посидим, типа романтик. Ну, нет, меня такое не устраивает. Ты хочешь ехать только в дорогой ресторан, да, какой-то? Ну, естественно, ты берешь, приглашаешь меня на свидание, приезжаешь вроде бы на нормальной машине. Что это, Хавал? Какой Хавал? Это вообще-то Range Rover, блядь. Ну, какая Какой разница? Хавал? Что, дело в машине, что ли? Какая разница, какая машина? А если бы я на семерке какой-нибудь приехал? И что? Если бы была семерка, я бы никуда не вышла. Ты хочешь ехать в Мамайкале, как я понял? Да. Короче, стартуем тогда в Мамайкале, там посмотрим. Поехали. Куда мы приехали? Ну, куда надо, как куда. Сейчас. Короче, выгоним. Пошли. Мы на остановку приехали. В смысле? Ну все, нахуй отсюда. Все, короче, Ты ребят. нормальный? Пускай... А? Ты нормальный? Да, нормально. Вообще прикольно тогда проучать в таких вот, потому что, ну, вообще, по факту, если они начали как-то там где-то в знакомствах общаться, наверное, он уже видел, что она такая вот. Я не знаю, вот сколько я общаюсь с женским полом в знакомствах, и, соответственно, я обычно выпаливаю. Вот так вот по общению достаточно там денек пообщаться, что она вот такая вот какая-то вот на пальцах, как вот это вот. Что вези мне только там какой-то там богатый ресторан, там только поедим, Макдональдс не алло, иди ты в задницу, вроде приехал на нормальной машине, в семерке я бы вообще не вышла. Ну вот, да, ну у нее такая планка, ну что ты тут поделаешь. Но он решил проверить, да. Скорее всего, он знал заранее, и вот он и включил камеру, он знал, чем это обернется, и будет хороший контент, конечно, потому что, я же говорю, там по разговору уже понятно, какая она. Ну, он думал, что такая, как бы... Ну, опять же, короче, контент удался, получилось прикольно, высадил нафиг на остановке, проучилась она, теперь будет, скажет, вот, потом она будет записывать какой-нибудь там шортс или рилсик в Инстаграм, типа, вот, мужики, как они говорят, мужики козлы, просто, вот у меня один там
вообще такой матом будет крыть, там, оставил меня на остановке, вроде бы сначала был нормально, поэтому, девочки, аккуратнее. Ну, что-нибудь такое по-любому будет. Так, познакомилась с парнем, сейчас у нас с ним свидание, он вот там сидит, вроде симпатичный, надеюсь, мы будем не на лавочке сидеть. Привет, как дела? Привет, хорошо. Рад- Ты такая красивая. рада как тебя я видеть. тоже рад, лучше, чем на фотографии. Ой, спасибо, очень приятно. Что, куда пойдем? Да, можно по парку прогуляться, там, попить что-нибудь. Ты хочешь кушать? Я могу самсу взять, такую самсу вкусную готовят. В смысле самса? Нет, я думаю, что мы куда-нибудь в ресторан сходим. Я что гулять не готова была. А что, на улице ж погода хорошая. В ресторан идти у меня денег не было. Самсу я могу купить, она очень вкусная. Я сам здесь постоянно нет, беру. нет, самса это точно не для меня. Ну, у них чебуреки есть, сосиски Нет. есть. Какие чебуреки? Нет, ты Почему? что? Ну ты производишь такого приятного молодого человека, ты зовешь меня за самсой, это... Куда я привожу молодого человека? Ну, ты выглядишь как хороший, достойный мужчина. Какую самсу ты мне предлагаешь? Так я и есть хороший, достойный мужчина. Здесь очень вкусный самсу продают. Я хочу тебя накормить вкусной самсой, погулять по парку. Можем сок купить, посидеть на лавочке. Я не хочу сидеть на лавочке, я хочу пойти в ресторан. Ты хочешь пойти в ресторан или ты хочешь со мной время провести? Это разные вещи. Ну, я хочу провести с тобой время в ресторане. Давай. Я вот хочу с тобой провести время в парке. Нет, мне не подходит парк. Ну, как бы, я Нет, же тебе не нравится девушка. гулять, ну смотри, какая погода классная. Ну, Смотри, можем, как дышится да, свежо. давай с тобой в ресторан сходим, а потом мы Ты с ни тобой разу не погуляем. ела выпечку, что ли, вкусную, свежую? Нет, я не ем Нет, выпечку ты ни разу вообще. такое не ела? Я не ем выпечку вообще. Вообще не ем Я выпечку. не готов идти в ресторан. Ну, то есть ты будешь тут сидеть, а я пойду с мной в Да. ресторан. Да, что? Ну да, а что нет-то? Ну, это вообще же кринж какой-то. Да ты сама смеешься, ты сама, наверное, целыми днями дома самсу наяриваешь за щеки, а тут решила повыпендриваться. Я хожу только по ресторанам, все дела. Не знаю. Не, а что ты вот исполняешь? Ты ж по-любому вот только так, там, и шавуху любишь поесть, и чебуреков, Я не а тут люблю никакую исполняешь. шавуху. По мне видно, что я люблю шавуху. Конечно, Скажи, видно, ты пожалуйста. похожа на простого счастливого человека. А у вас сигаретки случайно не будет? Крепкие? Посмотрите на меня, какой я крепкий. Вижу. Спасибо. Ты будешь курить? Нет, я не курю. Ты еще и не куришь? Не курю. Ой, Ну пиво, надеюсь, выпечку попьешь? не ем, нет. И пиво не пьешь? Нет, я пью свиньон. Какую свинью? Свиньон. Свиньон? Свиньон новозеландский я пью. Что это такое? Вино. Пойдем в ресторан, и я тебе покажу. Нет, давай мы пойдем в ресторан, если ты за нас заплатишь. Нет, я не буду за тебя платить, в смысле. Все, короче. Иди давай, пока. Я лучше вам... Ну, тут уже второй случай. Мне кажется, этот паренек тоже решил проучить. Специально позвал в парк. Ну, если она говорит, что он действительно выглядит там как-то, я не знаю, по одежде, не знаю, как они определяют на взгляд, что, как она говорит, ты выглядишь как достойный мужчина, а зовешь меня поесть самсу. Я не знаю, как это будет. Ну, то есть, она по внешности определила, по вещам, не знаю. А есть, я знаю, ребята, которые могут зарабатывать сотни тысяч рублей, а при этом ходить вообще в обычной, самой максимальной одежде. Он тот же Тим Кук, там, создатель Фейсбука, миллиардер уже долларов, с охраной там ходит. У него, одна и та же одежда. Он просто, у него не хочет он думать о том, какую сегодня одежду одевать. Он просто купил одну коллекцию, там, майки, штанов, шорт, и в них буквально один и тот же цвет. Ну да, понятно, там она какая-то брендовая одежда, там не с рынка за 200 рублей майка. Я понимаю, что у миллиардера будет покачественнее. Но, сейчас такое время, даже бижутерию, если девушка, женщина надевает какие-нибудь сережки, да она сдалека, если ты не шаришь, да она как золото выглядит. Я к чему? Я к тому, что как, я не знаю, дорогие вещи или как они это определяют, как она говорит, ты выглядишь как достойный. Вот, у нее своя просто точка зрения, мировоззрения достойного. А так, по факту, он хотел, мне кажется, ее проверить. Типа, вот, давай самсу поедим, давай просто в парке погуляем. Я тоже такого мнения, если это реально тупо первое свидание, я не пойду никогда в ресторан. Нафига. Ну, понятно, зимой, там придется хоть как минимум какую-то кафешку, хотя бы просто чаю попить. Потому что, зимой холодно, да. И первое свидание, понятно, ты не будешь дома встречаться. А на улице реально может быть дубак. Да и то, смотря, если хорошая тихая погода, не какой-то лютый морозяк, а там приятный какой-нибудь снежок, то и то приятно, если норм девушка, женщина, она тоже согласится подышать воздухом. А так, да, тут типичная, мне кажется, была проверка, и проверка удалась, и что все. Вот она еще, и самое такое тоже немножко подлое, что она вот записывала же видео. Тоже имейте в виду, когда идете на свидание с подобными персонажами, что они могут еще и скрытно записывать видосик, и потом выложат это все в интернет. Муж в деревне позвал меня на свидание. Я взяла 2 беляша, иду.
Sen ойлап құдіреті ойнені, су ішіп отырсам да шөп. Мы снова едем выкидывать мусор. Жанарыңның кескінін, есіңде шығаратын естінің. Тек сені аңсаттағы кешқұрым, керегі болмай. Ну вот это как раз таки тот вымирающий вид адекватных отношений, когда вот видно, как она даже на него смотрит, что действительно там вот это взаимопонимание, чувство. Да, понятно, что желаем, чтобы это продлилось до конца их дней, чтобы они там не разбежались по какой-нибудь фигне. Но да, вот для нее счастье вот с ним вот так вот быть, хоть куда с ним. И это ж хорошо, это вообще прекрасно. Да, понятно, у них по-любому базовые потребности закрываются, они оба не миллионеры, но они радуются мелочам. Они просто умеют радоваться тому, что они имеют. Они ценят друг друга, радуются своему имуществу, что они могут себе позволить. Потому что, если так разобраться логически, нам же для жизни не нужно вот эти вот миллионы, бэхи, мерсы, все вот эти вот премиум, лакшери. Ну это же, это все люди создали для людей, чтобы зарабатывать на этом. И все, чтобы зарабатывать, маркетинг этот, все это специально продвигают, типа, если у тебя этого нет, то ты лох. Ну нет, на самом деле нет. По нашей жизни тебе нужны тупо базовые потребности, как и жили когда-то люди в древности. Главное, чтобы у тебя была еда, одежда, безопасность, финансы на вот эти вот все базовые потребности, было где жить, какой-то там минимальный транспорт, если тебе надо добираться на работу. Ну такое более-менее, чтобы ты нормально на работу ездил, если такая необходимость есть. Если нет, да, вообще на автобусе куда-то гонять, смотря где жить. То есть можно, да, и вот так вот, и счастливо же живут по-любому. И живут счастливее по-любому вот этих вот всех марамоек, которые мечтают о миллионерах, о миллиардерах, о Бали, о Мальдивах. Вот по-любому же они счастливее вот всех, и просто даже людей, которые мечтают о каком-то крупном богатстве, о путешествиях, о премиум тачках, там, о какой-нибудь квартире в Москве и так далее. Ну, по-любому же. Видно, что они явно не московские. Это, конечно, в наше время, да, умирающий вид таких вот женщин, девушек. Девочки, у меня вопрос. Что мы будем с вами делать? Я ушла с сайтов. Вот я в Испании ушла с сайтов знакомств. Не хочу, все, мне не нравится. Мне не привлекают вот эти прикачанные ребята пляжные, все одинаковые в плавках ходящие, которые потом живут, узнаю, что они живут с мамой, например, да. Мне не привлекают сейчас больше латиноамериканцы, хотя меня привлекали очень долго. Но я понимаю, что это одна и та же херня, те же яйца, только вид сверху, там все одинаково. Драма, непонятно, 300 тысяч других баб, и вообще никакой ответственности я не хочу. Вот у меня просто вопрос, что мы будем делать. Вот мне 36 лет, я хочу, например, вот, партнера, мужчину для отношений, и я хочу родить, я хочу быть мамой. Почему я хочу вот отношения? Почему я про это буду молчать? Я не хочу про это молчать, да? Для меня это важно. Вот это вот все, да ладно, живи, там, кайфуй от жизни. Я живу, кайфую от жизни, но я все равно хочу отношений, хочу партнера и хочу реализоваться как мама в здоровых, полноценных отношениях. И что мы с вами будем делать? Мне вот вообще, все, мне не нравится сейчас на сайтах никто. И сидеть мне там не нравится. И вот это, привет, как дела, тоже не нравится. Вот и что? Что мы будем с вами делать? Расскажите мне. Да, что делать? Кобыле х приделать. Что еще, да? Да, вообще пофиг. Ну, еще чуть времени пройдет. Купишь одну сначала кошку, потом вторую, за ней третья. Если они еще там между собой почпокаются, родят котят, еще у тебя будет. И так вот дойдешь до 30-40 кошек, и будет не скучно. Купишь всем корм, и все. И будешь вот мамой для этих котят, кошек. Норм. Компенсируешь. А что, если такие ты не поймешь, что ты вообще хочешь, ты адекватных отношений ты не хочешь, это ж видно, потому что то мне не нравится, перекачанные мне не нравятся, то мне не нравится, все, я удалила с сайта знакомств, ну и сиди, у меня есть знакомая такая, которая сидит, я вроде бы хочу отношений, но делать для этого ничего не хочу, и сидит. Один раз зарегистрировалась на сайте знакомств, выложила свое фото, ей там кто-то написал, что она там страшная, все, она нафиг удалилась, все, я больше там никогда не буду сидеть. Ну, то есть у нее, во-первых, самооценка, и она не понимает, что таковы люди. Что да, будут такие персонажи, которые могут фигню неадекватно себя вести. У нас полно, как говорится, на улице неадекватных. Как говорят, в дурке только тех, кто спалился. А так, на самом деле, если так без смеха, оно так и есть. И это в интернете проявляется. С появлением интернета это видно. Сколько всяких неадекватных существует. Поэтому да, вообще пофиг. Сиди просто и все. Чё париться с кошками. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свое мнение в комментариях. И всем пока.